хаотичном мире найти спокойствие означает воплотить истинную сущность мужественности. Это больше, чем просто грубая сила, это нечто более глубокое, что ведет нас в путешествие за пределы стереотипов, определяющих мужественность. В основе этой мужественности мы обнаруживаем царство силы, стойкости и мудрости через 7 вечных привычек, которые переопределяют стоическое вдохновение в мужественности. Принципы обезьяны формируют характер и стойкость, прокладывая путь к осознанному решению жизненных проблем. Ясность ума действует как якорь, позволяя им преодолевать трудности, используя сбалансированный, ориентированный на решение подход, а не чувствуя себя подавленным эмоциональными проблемами. Эмоциональная устойчивость предполагает не подавление эмоций, а скорее овладение ими посредством осознанности. Наблюдая за своими эмоциями, не находясь под их контролем, они развивают эмоциональный интеллект, позволяющий глубже понимать себя и других. Эта эмоциональная устойчивость формирует основу для стабильных, глубоких отношений, построенных на сочувствии и сострадании. Добродетельная жизнь стоической мужественности вращается вокруг воплощения таких добродетелей, как мужество, справедливость, мудрость и умеренность. Эти принципы не просто философские идеи, а практические руководства, которые определяют все решения и действия, формируя характер, основанный на целостности и целеустремленности. Выносливость и настойчивость имеют основополагающее значение для стоической мужественности, подчеркивая способность противостоять невзгодам и рассматривать проблемы как возможности для личностного роста. Это способствует непреклонному и решительному настрою на преодоление препятствий, вере в способность побеждать невзгоды. Привычка сосредотачиваться на самом важном подчеркивает способность различать и концентрироваться на том, что действительно важно. Определение приоритетов и минимизация отвлекающих факторов позволяет вам направить усилия на значимые аспекты жизни, способствуя глубокому ощущению цели и самореализации. Адаптивность – важнейшая добродетель стоической мужественности, признающая неизбежность перемен. Если вы воспримете адаптивность как инструмент эволюции, а не как источник беспокойства, вы сможете с достоинством встретить перемены и увидеть в переменах возможность для роста. Таким образом, приняв эти 7 вечных привычек, мужчины стойкие развивают способность процветать в условиях непредсказуемости, преодолевая поверхностность и живя жизнью, соответствующей их глубочайшим ценностям и стремлениям. Жизнь сталкивается с проблемами, которые превращаются в возможности для личного развития. Эта способность адаптироваться охватывает несколько областей, обеспечивая плавный переход между профессиональными усилиями, отношениями и личностным ростом. Воспринимать перемены как союзника, а не противника – это ценная услуга и вклад. Стоическая мужественность находит силу и глубокое удовлетворение в служении другим, внося значимый вклад в жизнь общества, движимый состраданием и сочувствием. Активно участвующие в добрых делах и поддержке, эти стойки включают привычку к альтруизму как фундаментальную часть своей личности. Эта услуга выходит за рамки альтруизма, это становится основой вашей личности, способствуя глубокому ощущению цели и удовлетворения. Вносить позитивный вклад в мир – это не только альтруистическое стремление, но и источник глубокого удовлетворения, которое обогащает не только их собственную жизнь, но и жизнь тех, на кого они влияют. Эта привычка укрепляет веру в то, что истинная сила заключается не в эгоистичных усилиях, а в положительном влиянии, которое человек оказывает на жизнь других. Это становится руководящим принципом, который формирует действия и решения на благо более широкого сообщества, вызывая волну позитива и доброты. В заключение, воплощение 7 привычек стойкого мужчины – это не поиск совершенства, а начало пути постоянного прогресса и роста. Эти привычки служат руководящими принципами, которые формируют характер, устойчивость и цель в жизни. Интеграция этих добродетелей в повседневную жизнь приводит к глубокой трансформации, позволяя людям преодолевать сложности жизни с силой и хладнокровием, последовательно практикуя сострадание. Более того, эти привычки не только приносят пользу человеку, но и имеют волновой эффект, влияя и вдохновляя окружающих. Воплощая эти добродетели, люди вносят свой вклад в позитивные изменения, создавая волновой эффект, который распространяется на их сообщество.
Более того, следование этим привычкам – это не пункт назначения, а постоянный путь роста и самосовершенствования. Каждая привычка, если ее принять и развивать, становится инструментом личной эволюции и путем к осмысленному существованию. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и поделитесь. Не забудьте включить колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить наши обновления. Спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.